Исторический урок. Память в сердце стучит. Воспоминания жителей хутора Курбатский о Великой Отечественной войне. Соломина Юлия Андреевна, руководитель отряда «Красный следопыт», вместе с хуторскими ребятами по крупицам собирала все, что могло поведать о боевом прошлом хутора Курбатский, о людях, воевавших в окрестностях хутора. Свидетельства очевидцев, документы, фотографии. На основе всего собранного материала в 1984 году Юлия Андреевна написала поэму «В память о защитниках за Курбатский». Хутор Курбатский, сейчас стоишь ты в тиши, вдали от трассы, от моря вдали. Дома под горою раскинулись в ряд, и улица лентой меж ними вплелась. Живут старожилы, приезжий жилец, по нации разные люди здесь есть. Чтоб тихо, спокойно жили сельчане, солдатской крови здесь немало в земле. Врага угоняли, и гибли на склонах советской отчизны родные сыны. Помнят об этом жильцы-старожилы, в их памяти крепко то время вошло. Как бились за хутор наши солдаты, много их слишком на землю легло. Семья Поляковой Аллы Степановны поселилась в хуторе Курбатский незадолго до начала Великой Отечественной войны. Алла Степановна рассказывала, как совсем малой девчушкой пряталась от снарядов и пуль в погребе, как взрывами побила персиковые деревья, а осколком порвала бровь старшей сестре, как провожали на фронт отца и получали на него похоронку. Елисеева Наталья вспоминала, моряки-десантники, пробиравшиеся с Тамани, были окружены фашистами. Когда фашисты стали приближаться ближе, моряки бросили в них гранаты, но они не взорвались. Опомнившись, фашисты-румыны, поднявшись, стали вновь окружать моряков. Отстреливаясь, последние пули моряки оставили для себя. Они пали смертью храбрых, но не сдались живыми в руки врага. Спустя некоторое время фашисты поймали моряка-радиста, жестоко казнили его. Фашисты злорадствовали, у русских гранаты песком набиты. Нам пришлось молчать тогда, вспоминает Наталья Елисеева. А когда освобождали хутор, наши показали, чем набиты русские гранаты. Земля гудела от взрывов и стрельбы, стихла. Мы вылезли из укрытия, в хуторе были наши, и радость, и слезы. При второй встрече Наталья Елисеева рассказала следопытам, когда подошли наши со стороны Анапской, где сейчас воинская часть, с этой стороны, то румыны всю восточную часть хутора, жителей выселили за хутор в сторону Кутка, а западную часть всех загнали в хаты. В дверях поставили солдат с ружьями, чтоб никто не выходил. Мы позакрывали все окна в хатах перинами, досками, столами, чем могли. Сдвинули кровати и лежали под ними, будь что будет. Если осколки будут, то в перьях застрянут. Прямо бомба попадет, никому не сдобровать. Так и лежали, пока наши всех фашистов перебили. Фашисты бежали кто куда, когда им крах приходил. А когда стихло, мы все вышли на улицу. Здесь уже были все наши солдаты. Радости не было конца. Прятались в убежище, рассказывала Иващенко Вера Михайловна. Когда бой немного утих, выглянули, нет ли наших. Ужасное зрелище предстало перед нами. Все поле, возвышенность со стороны станицы Анапской было усеяно нашими моряками и солдатами. Все черным-черно. Большие бои были, много погибло наших солдат. После боев за освобождение хутора Курбатский всех погибших советских солдат похоронили в братских могилах в 500 метрах от хутора Курбатский в южном направлении в сентябре 1943 года. Памятник павшим воинам при освобождении хутора Курбатский. Ярко солнце сияет над нами, небо чистое, воздух светлей. Память тех дней о бойцах сохраняя, следопыты создали музей.